Друзья, всем привет, это Большая Камбоджа. Сегодня мы едем в Сиам Рип всей семьей, потому что 13, 14, 15, 16 Новый год камбоджийский. Буду вам показывать, рассказывать. Трасса, смотрите, загружена прям очень прилично. Постоянно приходится обгонять. Так, а мы сейчас остановились на обед. Пойдем пообедаем. Я сейчас сниму немножко наш обед. И едем дальше. Нам ехать еще до Сиам Рипа примерно где-то 2,5 часа. Забыл добавить, сейчас самый жаркий сезон, но вы уже смотрели, скорее всего, один ролик про деревню. Жара, апрель, 37, 38. Я такую погоду здесь не люблю. Но в Сиам Рипе я ни разу не был на Новый год, поэтому можно было поехать либо на море, либо все-таки в Сиам Рип. На море я уже был на Новый год. Вот так. Жарко. Прям вот стою в этих тапках. И прям от земли чувствуется такой прям жар. Что там, Тимур? Рыба! Ага, рыбки маленькие, да, тут рыбки. Вот такой ресторан придорожный. Красивый. Привет. Миру тошнит всю дорогу, она вообще машину не переносит. Тимуру все равно. Под кондером там все места заняты. Вот такую принесли пока одну лапшу, вот такой рис. Долго очень ждем, но, видать, просто они не готовы к тому, что много едет туристов в Сиам Рип. Ждем минут, наверное, 25. Наконец-то суп приехал. Все, мы едим и выезжаем. Что, нравится песня? Ну, обратите внимание, какой трафик вообще. Вот просто очень-очень плотный. В прошлом году мы когда ездили, конечно, не было такого, но все едут. Все едут в Сиам Рип. Ну и, кстати, многие кхмеры разъехались по провинциям. Сам по себе Пномпень вообще сейчас вот просто пустой. Сиам Рип, когда въезжаешь, такая вот аллея. Прям красивая, из деревьев. Очень прям красивая. Так, вот такая у нас здесь комната, ребята. Тимур мне уже покоя не дает. У нас какая случилась проблема? Они, короче, взяли, сначала нам предложили более маленькие номера. В итоге пришлось с отелем вообще как бы прям жестко ругаться. И они в итоге сказали, ладно, сейчас найдем вам номера побольше. Потому что когда я бронировал, был номер 55 метров, а по факту он оказался вообще маленький. Два номера у нас. Так что вот такие тоже бывают сложности. Вот типа кхмерский Новый год. Вот мы с Максом вместе тоже здесь встретились. Ну что, Макс, привет. как? Дорога? Дорога сложная. Много машин, сейчас кхмерский Новый год, очень сложная дорога. Много обгонов, много пробок, много столкновений я видел. Да, столкновения? Я, кстати, ни одной аварии не видел. Видел. Там фура что-то на машину наехала. Так что много всего. Ну да. Так, мы сейчас куда поедем? Ты нашел какое-то место? Сейчас как называется? поедем, какая-то обзорная точка. Не знаю, что за обзорная точка, там не был. Посмотрим. Называется Пном Кром. Пном Кром Viewpoint. Ищем как проехать. Местная братва подсказывает. На гору. Едем на гору. Денег, говорит, дай. Денег дай. Дай денег, да? Денег дай. А мне говорит, вокруг этой горы такая жизнь тут. Какие-то деревни здесь. Даже захватили здесь немножко серпантина, поднимаясь на эту гору. Так, ну что, прямо, да? Так, здесь какой-то храм. Туда нельзя. Видишь, там делали монахи фигуры. Короче, это
Короче, это какая-то вот такая вот буддийская история. Вот эта вот фигура. Ну, кто знает, ребят, в комментариях можете написать, пожалуйста. Вот. У меня, сейчас я с Сашей расскажу эту историю, пусть он снимет тоже. Да, я знаешь, просто что хотел сказать, просто монахи, здесь же каждый может стать монахом, потому что ты захотел и пошел там на несколько дней монахом, и все. Вот, наверное, чувак просто захотел там немножко причаститься, пойти на правильный путь, такой, видишь, он такой, знаешь, похож на какого-то гангстера, если честно, монах-гангстер. Так, здесь тоже что-то интересное. Монах сидит. О, тут какая-то древняя постройка есть. Тоже какие-то развалины. Друзья, здесь... Да что тут, видишь? Это, видишь, такой храм, старый храм. Видишь, какой большой? Пойдем посмотрим его. Храм, да. Тоже древние развалины анкорской эпохи. Здесь, конечно, очень много чего есть. Да, летучие мыши. Я прям слышу, как летучие мыши. Слышите? Как минимум 1000 лет всему этому. 1000 лет. Все стоит. Друзья, кому интересно, посмотрите про Анкор-Ват, где я там был. Очень интересно тоже. Это птицы, птицы, птицы. Я думал, что это мыши, это птицы. Да нет, это не птицы, это летучие мыши, друзья. Я их вижу. Вон они, наверху, смотри. Мыши. Это летучие мыши, конечно. Все это было правильно. Вон они, летучая. Какашек столько здесь. Да, какашек. Я вижу, мам, я вижу. Видишь, мам? Давай мне руку. Тут такая большая, видишь, какая мы на горе с тобой. Да, какая здесь, конечно, красота. Жаль, что я не взял дрон. Ребята, камера, конечно, не добивает. Возможно, все не показывает. Вон там такие рисовые поля. Потрясающие места. Немножко дымка. Уже закат идет. Очень красиво. О, вот здесь тоже красиво. Так, а подожди, а вон он же Тонлесап, вон он, да? Это все озеро, вон оно озеро. озеро. Это да. просто кажется, что Это горизонт, а вот там на самом деле там не горизонт, а там озеро Тонлесап. Красота, красота. Да, спасибо Максу, что он сюда привез нас. Подсказал эту точку. Я на это... Да, это вот озеро Тонлесап, это одно из самых больших озер в Юго-Восточной Азии. Нет, точнее, это даже самое большое озеро в Юго-Восточной Азии. Самое большое. Это, да, можно сказать, Юго-Восточной Азии Байкал. Ну, конечно, Байкал-то понятное дело. Ну да, ну да, он такой, во-первых, очень огромный объем пресноводной воды. Кстати, друзья, если вам будет интересно, посмотрите ролик про Тонлесап, есть на канале. Там как живут люди и как там вообще все. Вот тоже я как раз был примерно год назад. Да, красиво. Очень. Да мыши там, мыши, они еще пока не вылетают, скоро начнут вылетать. А это не летают? Нет, это летают какие-то стрижи, типа того. Так, а мы выдвинулись в сторону Паб-стрита. Такое красивое озеро у них, или это река, я не знаю. Вот там немножко улиц Сиан-Рипа. Так, здесь вот эту улицу перекрыли. Хотел, почему-то машины стоят, но все, полиция перекрыла уже вечером. Ее сделали пешеходной. Здесь это вот, кстати, знаменитый ночной рынок. Здесь можно купить много разных сувениров, красивых, интересных вещей. Такое здесь меню. Я уже про этот ресторан снимал, мы тут были. Блин, ну прикольно. На самом деле здесь мексиканская еда есть. И здесь есть также еще и азиатская еда. Вот, азиатская любая.
За вас и за мимас. Да, давайте, у нас тут это... Давай, бэби. Вот такой мы большой компанией сидим, дети, как видите, с айпэдами сидят, мы ждем нашу еду. Класс, да? Так, друзья, вот такая вот мексиканская тарелка. Вот. Макс, а ты что заказал? Я заказал обычный суп том-ям. А я вот такой мексиканский. Но здесь вкусно мексиканская еда. Так, а где бабушка? Уже ушла? Идет обливание водой. Нас тоже облили. Лицо мне помойте! Очень весело! На лицо мне На лицо полез! Привет, Макс. Привет. Ну что, как? Любишь снимать людей после отдыха? У меня всегда такое доброе утро. Доброе утро, мы проснулись. Да, Тимур, привет. Вообще территория отеля очень прикольная, но только нужно еще будет поменять матрас. И на матрасники тоже. Точно. Так, завтрак у нас тут включен, сейчас посмотрим, что тут на завтрак есть. Решили мы заехать в Анкор-Ват. Вот стоим уже минут 10. Мы не попали в Анкор-Ват, потому что там нереальные пробки, просто час простояли в пробках, поэтому мы приняли решение, что поедем на Кулин. Ну, как бы это и ожидаемо, на самом деле, поэтому... Проезжали, тут такая свинюшка жарится. Món chanh này. Chanh này. Вот это поросенок. Вкусный по-любому. Короче, у нас здесь будет обед. И в 10 минут и будет готово скоро. На самом деле, наверное, больше. Вот такая вот провинциальная дорога. Уже люди остановились, хотят попробовать. Это что такое? Это муравьи? Энд? Ну как, чинянь? Ну давай я попробую. Давай мне чуть-чуть. Тут в провинции, как всегда, всякая разная еда. Муравьи. Так. По вкусу какая-то немножко кисловатая, там просто какая-то кислая консистенция. Вот такие вот муравьи, ребят. Это плоды пальмы. Тоже вкусные. Что тут у них еще есть? Ананасы, пальмовый сахар. Очень, кстати, вкусный. Но я сахар сейчас не ем, поэтому не буду покупать. О, и дыни даже есть еще, да? Люблю по провинции ездить вообще.
такие интересные всякие истории, видишь, вещи. Кстати, вот это плоды вот с этой пальмы, вот те, которые плоды, а вот она, вот эта пальма. Эта пальма все дает, и плоды, и вино. Дожаривает ребра. Ох, выглядит очень аппетитно. Мне кажется, будет очень вкусно. Ну что, вкусно? С прохоком, да? Вкусно. Молочный поросенок на банановом листе. Мы приехали в Кулин, сказали, только до 12 можно подниматься. Все. Потому что либо в 5 часов вечера ехать, либо уже завтра теперь. Такой облом. Короче, имейте в виду, если поедете в Кулин, то до 12 вы должны быть здесь вот на КПП. Вот. На этом КПП, короче, нас не пропускают. Вот красиво здесь в окрестностях Сиан-Рипа. Деревья такие везде большие прям стоят вдоль дорог. Зелени полно, очень красиво. Да, хорошо, когда есть бассейн в отеле. Но здесь в Сиан-Рипе практически везде так. Я жду свой телефон. У меня телефон сломался. Вчера был набрался воды. Друзья, мы едем на тук-туке вот втроем. Бабушка там сзади едет. Сейчас едем забирать мой телефон. И еще такая не очень хорошая новость. Макс тут поехал в дальний храм, туда, где пирамида. И, короче, там у него сломалась машина. Вот сейчас мы будем решать. Там вроде кто должен подъехать, его отбуксировать на 30 минут. Если не отбуксируют, то будем как-то дальше решать. Вот такие у нас пока сложности небольшие возникли. Да, смотрите, здесь получается такое обливание. Сейчас нас могут накрыть. 100%. Просто люди с бочкой. Блин. Оба! 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 Вот она сама провоцирует своим пистолетом сейчас-то. Все, это будет сейчас вообще провокация. Провокация, это просто провокация. Блин, у меня с телефоном продолжается история. Мы должны были сейчас его забрать, но они сказали, что у меня там еще зарядка не заряжает. $145 вчера повливался уже. Our Prime Minister is from Vancouver. А, премьер-министр. Хун Сен приехал сюда. Короче, тут все перекрыто. Это у нас сегодня вторая попытка. Вторая попытка заехать и вторая попытка неудачная. Two times today. No, it's okay. Tomorrow morning. But 5 o'clock we find the best time in the morning you can come to see the sunrise also. Yeah. Okay. Это нападение на билетную кассу. На билетную кассу тоже отбиваются. Билетная касса, у них тоже тут заряды есть. Да. Заряды для билетной кассы тут у них нормально все. Главное, короче, не провоцировать. Вот никто не видит, что у нас здесь ствол лежит. Какие-то смотрины на конях народные. Это интересно, много везде всяких разных тут мероприятий проходит. Конечно, в Сиан-Рипе такое прям масштабное дело. Эпик говорит, нужно купить большой автомат.
Хочу большой, из большого хочу лупить. Я вообще думаю, что это как бы это очевидно, что вот в такую погоду люди обливаются. На самом деле 37. Вот в Сианлипе почему-то не чувствуется, что сильно жарко, не знаю. В Нампине, конечно, прям чувствуется сильно. Здесь как-то прям нормально. Здесь улицы залитые водой. Нас пока проносит стороной, но чуть-чуть долетает все равно. Разбойники. Какую-то опасную улицу заехали, где просто обливают конкретно всех. Залетели мы чуть-чуть. Залило у нас чуть-чуть тут. Блин. Да так вообще к нам щадяще относятся. Нас практически не обливают. А здесь такой большой прям проспект, и там какое-то колесо, прям огромное обозрение. Интересно. Огромное колесо просто. Громаднейшее. Надо на нем кататься. Не знаю точные размеры, но напишу здесь вот сбоку где-нибудь будет висеть. Смотрите, какое огромное просто. Впечатляет. Надо успеть на закате подняться. Конечно, блин, ну огромное колесо. Так, $12 взрослый, ребенок 6. Вот такие коктейли еще делают. Короче, за $3 коктейль. Даже интересно, вот такой Frozen Sky Mojito. Frozen Berry Colada. Так, ребята, значит, обзор какой. Кондиционер стоит, это очень круто. Коктейльчики нам дали здесь по $3, получается вместе. Так 12, а так с коктейлем стоит 15. Что еще? Ну, вот такой вот на 4, может даже в 5 сесть, наверное. Прикольно, вот прям над бассейном. Сверху поднимаемся. Ну да, конечно, хорошо видно, но все-таки надо подниматься. Не так, как мы чуть-чуть перепоздали и на закат не попали. Анкор-Ват видно вдали там. Не знаю, на камеру, скорее всего, видно не будет. Так, конечно. Не, достойное колесо. Достойное колесо. Будете здесь, обязательно на нем прокатитесь. Да, и ночью оно будет светиться тоже очень красиво. Интересно, что. Вот такие пикапы. В пикапах бочка. Вот. И в эту бочку они там набирают воды. И, соответственно, у них полный запас для боя готов. Так, тут всех нас облили. Я научен уже горьким опытом. Все. Прячу телефон. Пакет. Везде можно заправиться. Мира. Что, нравится тебе это обливание? Бабушке нравится, бабушка вся мокрая. Тимура я тоже вооружил. Вот мы добрались до ресторана. Еле как пробрались по стрип. Вот, ребята. Привет, ребята. Макс сегодня залетел, у него машина в джунглях сломалась. Сломалась прямо в джунглях машина, и завтра поеду ее в джунгли забирать. Короче, меня тут развели конкретно на то, что у меня, оказывается, еще и трансмиссия полетела. Ну ладно, фиг с ним. Короче, бывает. Да. Плохие дни тоже случаются. Ничего. Это как, ну, у меня, конечно, попроще с телефоном заплет, но тоже тут поменяли какую-то батарейку и поставили, пишут, что батарейка не оригинальная. Оригинальную ставить оригинальную, пишет, не оригинальная батарейка в айфоне не принимает. Ну, вот так. Ладно, сейчас мы, короче, поужинаем и будем выбираться с этого. Тут такой хаос, конечно, по стрип. Я не доставал телефон, потому что там льют и льют.
и обсыпают вот этим тальком. Вот мы тут на тук-туке попали под полный обстрел, шквал. Вот. Но зато мы заряжены заряжены всем. Даже самые мелкие сражаются. Даже самые мелкие Мы, сражаются. кстати, очень удачно выступили. Но, блин, наша колонна была под обстрелом. Серьезным обстрелом. Вот так мы доехали до отеля. Вот в таком вот состоянии. Мы еще вот так вот. Вот такой вот интересный, классный, прикольный, добрый праздник, который здесь проходит. Я на нем первый раз, хоть и живу здесь очень много. Блин, супер. Приезжайте на Кмерский Новый год. Короче, вот Макс показывает, как он тут сегодня ездил по деревням. Какие-то всякие тут блокпосты там, да? Да, блокпосты, реально, вот, они просто тормозят и вообще, ну, обливают, прикалываются, в общем, ну, классно. Да, смотри, вот, девчонки. Женщина с сиськами подплясывает. Блин, слушай, круто. Ну, интересно, мне вообще этот праздник очень сильно Да понравился. мне вообще, я в восторге, я такого никогда не видел, я, ну, просто... Бомба, класс. Очень круто. Класс. Друзья, всем доброе утро. Мы с третьей попытки приехали в Анкор-Ват. Время еще нет 7. Но смотрите, здесь уже много людей, уже много. Нет, конечно, таких страшных пробок, в которых мы были вчера. Мы специально используем тук-тук, чтобы не париться, где припарковать машину. Еще нет 7. Но, как видите, вон там парковка уже полная. Хорошо, что мы все-таки не на машине поехали. Вот еще раз убеждаюсь, надо ехать на тук-туке. Здесь какая-то галерея фотографий. Да, здесь, я думаю, очень много есть чего посмотреть, но у нас на все, конечно же, не хватит времени. Мы так, просто чуть-чуть, и уже сегодня же мы едем домой. Да, Анкор всегда хорош. Сколько бы раз я здесь не был, здесь всегда круто. Я рекомендую вам обязательно сюда попасть. Да, 7 часов, и уже здесь людей столько много. А вот Тимур, который вот каждый раз все только папу дергает и дергает. Я уже к этому как бы привык, конечно, но... Семь часов, видите, сколько народу. Да. Новый год, конечно, здесь, честно, лучше туристам не приезжать, потому что тут будет просто невозможно все посмотреть. Местных здесь полно туристов, местных. Красиво. Здесь такое вот... Вообще энергетика здесь такая интересная. Древность. Тысячелетняя. Можно много чего рассказывать здесь, но я лучше просто поснимаю. Так, что сделали кмеры? Смотрите, вот эти вот оригами. Огромные поля здесь оригами этих. И они попали в книгу рекордов Гиннесса. Вот какое-то тут их огромное количество. Бумажные сердечки. Вот с этой стороны вот это огромное поле. И с той стороны тоже огромное поле.
Так, и с этой стороны тоже. Так, красиво здесь, всегда здесь такой позитив. О, там, смотрите, какой-то шар уже поднимается, воздушный. А мы уже возвращаемся сейчас в Сиан-Рип, я имею в виду в город, мы едем на завтрак. Потому что надо потихонечку уже отсюда выбираться. Ну, буквально на 30 минут зашли, значит, мне как иностранцу нужно было билет покупать. Билет стоит $38 или 37. Вот, а всем моим никому ничего покупать не надо. Я, друзья, вам очень рекомендую вообще посмотреть про Анкор. Можно начать с моего ролика, если вам интересна история. Там немножко есть рассказов таких. Андрей, там гид у меня рассказывает. Вот. Также я вам рекомендую вообще посмотреть, если что-то вы хотите более подробно, более профессионально. Очень много фильмов об этом есть. Сейчас вообще везде вся информация есть. Уже жарковато. 8:30 время. Очень красиво. Все тут все вместе. И джунгли, и сам храм. Это же комплекс храмов. Кстати, дублируют на английском, не только на персидском. Там вот разные народные всякие там гуляния, деревни, павильоны. Там то же самое. Для кхмеров это очень такой важный, очень самый главный праздник. Самый главный. Вот они отмечают его с таким большим размахом. Многие вот в национальных одеждах приезжают пофотографироваться. Это сейчас тут уже такой трафик. Здесь, конечно, красота. Такие большие деревья. Ну вот улицы Сиан-Рипа. Много они вложили в инфраструктуру, но смотрите, тут такая парковая, везде зона есть, погулять, аллеи, велосипедные дорожки. Молодцы они, конечно. Тимур что-то объясняет водителю. Ту, давай 2 брать. Почем здесь они? Сколько килограмм стоит? I think for 2 about 13 kilo. 13 килограмм. How much 1 kilo? This one's 1 kilo. How much 1 kilo? $5. На завтрак мы приехали. Все на кхмерском, на английском ничего. Прям плотником тут все. Вот такой завтрак. Там у Эпи была, правда, курица с рисом, но вот часто такая лапша у нас. Карета подана. Хотел поделиться, друзья, вот сделали телефон, я чувствую, что там внутри что-то болтается. Вот сейчас поедем разбираться. Забыли батарею прилепить. У меня там батарейка болтается. Вот так вот батарейка, вот водонепроницаемый iPhone. Оказался очень водопроницаемый, с учетом того, что он даже в ведре не лежало, просто все, батареи конец, и шлейфу зарядному тоже. Да, вот он, зарядный шлейф. Как так? Как так? Вот так. Вот и все. Сейчас, правда, ребята нам, конечно, они накосячили в плане того, что они не прикрепили обратно батарею. Ну, что сделаешь? Вот выезжаем из Сиан-Рипа, и вот прям такой плотный трафик в Сиан-Рип идет. Друзья, смотрите,
Прям запахло, как говорится, хорошим сезоном дождей. Все, уже заканчивается эта жара. И нас прям это встречает дождь. Мы едем когда в Пномпень. Мы въехали в Пномпень и прям очень даже так непривычно. Вообще трафик отличный. Да, дом там. Трафик вообще никого нет. У нас, кстати, тоже вот мы уже практически приехали к себе тут. В нашем районе тоже поливание продолжается. Друзья, ну все, мы приехали. Вот так здесь проходит Новый год. Очень интересно. В прошлый раз я его таким не видел. Вот эти все истории с обливанием, это, конечно, очень мощно. Вот такие традиции. Бедные путешественники на мотоциклах. Это главный организатор праздника. Сейчас будут прыгать в мешках. А это, друзья, у нас происходило около дома, буквально перед поездкой в Сиан-Рид. Вот тоже посмотрите вот на национальные традиции, как они все это весело отмечают. Как все к этому относятся позитивно. Если даже тебя на улице остановили, там измазали этим тальком, то, ну, полный, короче, позитив. Проходят разные там конкурсы, разные такие народные, традиционные вещи. Вот тоже это национальное. Сейчас с закрытыми глазами нужно будет разбить вот этот горшок. Самый дорогой приступ это $10. А так есть $2. Сейчас будет интересно.